Добрый день, друзья! Этот дневной новостной блок полностью посвящен главной новости дня 14 октября, а именно переходу школьников 6-11 классов в Москве на дистанционное обучение. Подписывайтесь на мой канал, и вы всегда будете в курсе всех главных новостей в России, Москве и мире. Итак, в среду, 14 октября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что с 19 октября ученики 6-11 классов московских школ останутся дома на дистанционном обучении. Такой формат, со слов столичного градоначальника, продлится до 1 ноября. Школьники младших классов с 1 по 5, а это около 540 тысяч учеников, с 19 числа вернутся к очным занятиям в школах, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в столице. По словам мэра Собянина, старшие школьники больше подвержены риску заражения и могут более успешно адаптироваться к дистанционному обучению. Младшим школьникам заниматься самостоятельно труднее, так как родители не могут оставить их один на один с онлайн-платформой. Негосударственным образовательным организациям также рекомендовано перейти на дистанционный формат. До 1 ноября для сокращения количества контактов не будут работать государственные кружки и секции. Как пояснил Сергей Собянин, меры столичных властей по продлению осенних школьных каникул оказались очень действенными. Это позволило снизить с 19 до 11 долю детей среди заболевших. Необходимость частичного перевода школьников на удаленный режим обучения мэр Москвы объяснил ростом количества госпитализаций и новых выявляемых случаев заболевания коронавирусом ежедневно. Также Собянин отметил, что старшеклассники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией, на их долю приходится 2/3 заболевших детей. К тому же адаптация к дистанционному формату у учеников старших классов проходит довольно успешно. Кроме того, Сергей Собянин заявил о новом формате преподавания в некоторых классах. Это так называемое тьюторство, что в переводе с английского наставник или репетитор. Нововведение заключается во временном приглашении студентов и выпускников педагогических вузов для проведения уроков в школах. В то же время опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников. Эта мера будет направлена для защиты от угрозы заражения учителей старшего возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями. Также Сергей Собянин пояснил, что для учеников 1-5 классов мэрия Москвы разблокирует транспортные карты, действие которых приостановили из-за коронавируса. К сожалению, неутешительные цифры поступают из оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в России коронавирусом COVID-19 заразились 14 231 человек. Это первый случай за все время пандемии, когда коронавирусом за сутки заболели более 14 тысяч человек. Все подробности о ситуации с коронавирусом в России, а также полная картина дня в моем вечернем новостном блоке. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, Ренат.